Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами свяжем вот такую вот красивую, теплую и довольно-таки простую шапочку крючком. Для вязания шапочки я выбрала два вот таких вот красивых фиалковых цвета. Один более светлый, другой более темный. Я буду начинать с более светлого и переходить к темному. Пряжа Пехорка. Вот такая вот серия удачная. По составу у нас 50% акрил, 50% шерсть, на 100 грамм 250 метров. Также мне понадобится крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,5, но если вы вяжете слишком туго, тогда возьмите на пол размера больше. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к вязанию нашей шапочки. Начинаем наше вязание с кольцами гуруми или скользящей петли. Набрасываю на 2 пальчика ниточку, делаю один оборот, вот здесь у нас как бы такой крестик, между двумя нитками завожу крючок, захватываю петельку и снимаю с пальчиков. Вот наше колечко. Теперь смотрите, вытягиваю петлю примерно плюс-минус на сантиметр, может быть немножко больше. Вот эта вот высота, это будет, грубо говоря, размер нашего лепестка. То есть, если вы хотите побольше, можете вытянуть еще, там, не знаю, на 1,5 сантиметра, допустим. Но мне больше нравится, когда эти лепесточки не сильно крупные. Итак, вытянули петлю, делаем накид, в колечко вытаскиваем 1, накид, в колечко 2, накид, в колечко 3, накид, в колечко 4. Я делаю вот таких вот 4 петли вытянутые, грубо говоря, вместе с накидами. Но вы можете таким образом вытянуть намного больше петель, если вам это необходимо. Ориентируйтесь на свою пряжу. И теперь смотрите, придерживаю пальчиками вот эту вот нашу нитку, захватываю пряжу и протягиваю через все петли. Теперь вот эта вот ниточка, которую мы держали, мы за нее заводим крючок и соединительной закрываем вязание. Теперь вытягиваем опять на такую же высоту, как и делали здесь. То есть все вот эти вытяжки должны быть одного размера, чтобы лепесточки были одинаковыми. Теперь опять повторяю, делаю накид. И вот в эту точку, в вершинку нашего лепестка, вытаскиваю 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. И теперь сразу в серединку нашего колечка делаю накид и опять вытаскиваю 4 петли. 1, вытаскиваю на такую же высоту, обратите внимание, пожалуйста. Накид сюда же 2, накид 3, накид 4. Теперь придерживаю ниточку и через все вот эти вот петли вытаскиваю. Теперь за вот эту нитку, которую придерживала пальчиком, завожу крючок и соединительный закрываю вязание. У нас в колечке получилось 2 вот таких лепестка. Вытаскиваем вновь ниточку на такое же расстояние, как и раньше. Делаем накид. И теперь вот сюда вот в серединку между двумя нашими пышными столбиками вытаскиваем 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. И теперь вот сюда опять наше кольцо, повторяем, делаем накид, вытаскиваем 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Придерживаем ниточку, протягиваем через все петли рабочую нить и за ту петельку, которую придерживали, заводим крючок и соединительной присоединяемся. Видите, уже у нас в колечке получилось 1, 2, 3. 3 лепесточка, а должно быть 6. По этому же принципу, как мы с вами вязали этот и предыдущий лепесток, мы с вами будем провязывать дальше. Вытаскиваем петлю, делаем накид, серединку между двумя пышными столбиками провязываем
раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Теперь в колечко сделали накид, вытаскиваем раз петелька, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Придерживаем пальчиками, провязываем все петли вместе. И теперь за нашу ниточку, которую придерживали, заводим крючок и соединительной присоединяемся. Вот у нас 4 лепестка, 4 пышных столбика в колечке. Вяжем дальше, вытаскиваем ниточку, делаем накид, в сердцевинку между двумя столбиками вытаскиваем раз петля, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Делаем накид и в колечко вытаскиваем раз петля, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Придерживаем ниточку, провязываем все наши петли, за ниточку заводим крючок и соединительной присоединяемся. Вот смотрите, у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5 лепестков. Затягиваем кольцом, вытягиваем петельку. Контролируйте, чтобы вот здесь у вас не было сильно растянутых петель. Если видите, что вот так вот происходит, подтяните просто вязание. Теперь вытягиваем ниточку, делаем накид. Между двумя пышными столбиками вытаскиваем раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Теперь в сердцевинку, в колечко наше вытаскиваем, сделали накид, вытаскиваем раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. И теперь находим вот эту вот первую нашу точку. Делаем накид и в нее вытаскиваем раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. То есть у нас получилось 3 лепестка сразу на крючке. Придерживаем ниточку и провязываем все наши петельки. За нашу ниточку, которую придерживали, заводим крючок, соединительной присоединяемся. Вот мы с вами провязали первый ряд. Смотрите, этот и следующие ряды, пока мы будем с вами расширять макушечку нашей шапки, мы будем провязывать по одному и тому же принципу. Смотрите, начинаем ряд всегда, вытаскиваем петлю, делаем накид, и вот в эту же точку, откуда вытащили петлю, вытаскиваем раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Теперь находим следующую точку, делаем накид, вытаскиваем раз, накид, 2, 3, 4. Провязываем вместе, придерживая ниточку. За ниточку заводим крючок, соединительной присоединяемся. Смотрите, у нас вот так мы начали ряд. И все последующие ряды, пока будем расширять нашу макушечку, мы будем провязывать и начинать точно так же. Видите, у нас получился вот здесь лепесточек, цветочек точнее. И у нас в нем сейчас 1, 2, 3, 4. 4 лепестка. Если вы видите, что вот в этом цветочке 4 лепестка, значит нужно провязать двойной вот такой элемент. То есть вытаскиваем петельку, делаем накид, в основание вяжем 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. И в эту точку провязываем 1, 2, 3, 4. Придерживаем пальчиками, провязываем все петли вместе, за петельку, которую держали, провязываем соединительную. А теперь смотрите, что получается. У нас вот теперь лепесточек состоит 1, 2, 3, 4, 5 из 5 пышных столбиков. Значит, сюда мы будем вязать 3 пышных столбика. То есть вытягиваем петельку, делаем накид, провязываем вершинку сюда 1,
2, 3, 4. Серединку цветочка вытаскиваем. 1, 2, 3, 4. И серединку, следующую нашу точку, провязываем 1, 2, 3, 4. Эти 3 лепестка сразу захватываем, провязываем вместе и за ту ниточку, которую придерживали, соединительной закрепляем лепесток. Теперь вновь смотрим, сколько у нас в следующем лепестке, вернее, в следующем цветке лепесточков. 1, 2, 3, 4. Значит, мы будем вязать двойной. Вытаскиваем петлю, провязываем 1, 2, 3, 4. И в серединку провязываем 1, 2, 3, 4. Придерживаем пальчиками, провязываем вместе и соединяем. Теперь смотрим, вот наш цветочек, считаем 1, 2, 3, 4, 5. Значит, будем вязать тройной элемент. То есть вытаскиваем ниточку, провязываем 1, 2, 3, 4. Теперь в серединку 1, 2, 3, 4. И в следующую точку провязываем 1, 2, 3, 4. 3 лепестка провязываем сразу вместе и соединяем. Дальше вновь считаем 1, 2, 3, 4 лепестка. Значит, вяжем двойной. Провязываем в первую точку 1, 2, 3, 4. И в лепесточек, вернее, в цветочек, серединку 1, 2, 3, 4. И теперь провязываем все вместе и соединяем. Теперь смотрим, у нас идет 1, 2, 3, 4, 5. 5 лепесточков, значит, вяжем тройной элемент. Провязываем 1, 2, 3, 4. Следующую точку 1, 2, 3, 4. И в следующую точку 1, 2, 3, 4. 3 лепестка провязываем вместе и соединительной присоединяемся. Вновь смотрим, у нас здесь 1, 2, 3, 4 лепестка. Значит, провязываем двойной. Вытаскиваем ниточку в первую точку 1, 2, 3, 4. Во вторую точку 1, 2, 3, 4. Соединительной провязываем вместе и, вернее, провязываем вместе и соединительной присоединяемся. Теперь считаем, у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5. 5 лепестков. Значит, мы провязываем тройной элемент. В первую точку вяжем 1, 2, 3, 4. Во вторую точку 1, 2, 3, 4. И в третью точку 1, 2, 3, 4. Провязываем все 3 лепестка за раз и соединительной закрепляем вязание. Теперь вновь смотрим 1, 2, 3, 4. 4 лепестка, значит, вяжем двойной. 1, 2, 3, 4. Следующий промежуток 1, 2, 3, 4. Провязываем вместе и соединяем. Смотрим 1, 2, 3, 4, 5. Значит, провязываем тройной.
вытаскиваем ниточку, делаем накид, 1, 2, 3, 4 в первую точку, 1, 2, 3, 4 во вторую и 1, 2, 3, 4 в третью. Соединительной присоединяюсь, вернее провязываю и соединительной присоединяюсь. Смотрите, вот мы подходим к концу ряда и считаем, у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, значит провязываем тройной, вытаскиваем ниточку, провязываем 1, 2, 3, 4, теперь 1, 2, 3, 4 и вот сюда последнюю точку вяжем 1, 2, 3, 4, провязываем вместе и соединяем. Вот мы с вами провязали второй ряд. Как я и сказала, все последующие ряды будут провязываться точно так же, как мы с вами вязали этот. То есть мы с вами вытаскиваем ниточку и начинаем вязать ряд с двойного элемента. Провязываем 1, 2, 3, 4. Следующую точку провязываем 1, 2, 3, 4. Провязываем вместе и присоединяемся. Смотрите, чтобы проще было ориентироваться и не возникало никаких дополнительных вопросов, закрепите себе на начало ряда маркер. Это так, на всякий случай. Хоть здесь и видно, в принципе, где он начинается и заканчивается, но на всякий случай. Теперь смотрим. У нас цветочки 1, 2, 3, 4, 5. 5 лепестков. Значит, сейчас мы будем вязать тройной элемент. 1, 2, 3, 4. Следующую точку 1, 2, 3, 4. И в следующую точку 1, 2, 3, 4. Теперь 3 лепесточка провязываем вместе и соединительные соединяем. Считаем 1, 2, 3, 4. 4 лепестка, значит будем вязать двойной. Вытаскиваем нитку, провязываем 1, 2, 3, 4. Следующую точку 1, 2, 3, 4. И теперь провязываем вместе и соединяем. Вновь смотрим. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лепестков, значит вяжем тройной. Провязываем 1, 2, 3, 4. Следующую точку 1, 2, 3, 4. И в следующую точку вновь 1, 2, 3, 4. Провязываем вместе все лепесточки и присоединяемся. И вот таким образом, ориентируясь на количество лепестков, мы с вами провязываем этот ряд до конца. То есть, если у нас 1, 2, 3, 4, 5, если 5 лепестков, мы вяжем тройной. Если 4, значит вяжем двойной. Самое главное, ориентируйтесь на это. Смотрите, вот я дохожу до конца ряда, опять считаю 1, 2, 3, 4, 5. Значит, будем вязать тройной элемент. 1, 2, 3, 4 в одну точку. 1, 2, 3, 4 в другую точку. Снимаем маркер. 1, 2, 3, 4. И 3 петли провязываем вместе. Соединительной присоединяемся. Вот мы с вами закончили следующий ряд.
Смотрите, по такому принципу мы будем провязывать следующие ряды, и с каждым рядом у нас будет увеличиваться диаметр донышка, то есть макушечки нашей вот этой вот. Чтобы рассчитать, сколько вам нужно провязать, то есть какой диаметр донышка у вас должен быть, вам нужно окружность головы поделить на число π 3/14. Если же у вас нет такой возможности, чтобы измерить голову, тогда воспользуйтесь примерной вот табличкой. Я вам сейчас ее где-то оставлю на экране. У меня окружность головы 57 сантиметров. Я делю на 3/14 и получаю 18,1 сантиметр. То есть именно столько должен быть размер моего донышка. Вязать буду по тому же принципу, как мы с вами делали до этих пор. То есть если у нас 4 лепестка, вяжем двойной. Если 5 лепестков, вяжем тройной. Начинаем ряд всегда с двойного. Итак, вот я провязала уже нужный размер моего донышка. Вот 18 сантиметров. И теперь будем вязать уже длину нашей шапки. Смотрите, этот и все следующие ряды мы будем провязывать вот таким образом. В начале ряда вытягиваем петлю, делаем накид, провязываем 1 накид, 2 накид, 3 накид, 4. И в следующий промежуток вот сюда, в следующую точку 1, 2, 3, 4. Провязываем вместе двойной лепесток. А дальше до последней нашей вот этой вот точки, сюда мы возвращаем маркер в начале. И теперь до последней нашей вот этой вот точки, вот сюда вот до последнего нашего цветочка, мы будем провязывать тройные. Причем без разницы, сколько у нас вот здесь вот лепестков. Уже мы их не считаем. Мы просто вытягиваем петлю, провязываем 1, 2, 3, 4. В следующую точку 1, 2, 3, 4. И в следующую 1, 2, 3, 4. Провязываем тройной лепесток и закрываем. И вот такие вот тройные лепестки мы с вами вяжем вот до последнего нашего цветочка. Смотрите, вот я дошла до последнего цветочка, то есть у меня осталось не провязанных 1, 2 вот этих вот промежутка, то есть центр этого цветочка и центр следующего. И в конце ряда мы всегда теперь будем провязывать 4 связки, то есть провязываем 1, 2, 3, 4, следующую серединку 1, 2, 3, 4, следующую серединку 1, 2, 3, 4, и в начало ряда вот сюда в эту точку провязываем 1, 2, 3, 4. И теперь 4 лепестка провязываем вместе. И, как обычно, за нашу ниточку, которую придерживали, соединительной. Вот мы с вами завершили этот ряд. Все следующие ряды будем вязать точно так же. Начинаем с двойного, дальше вяжем тройные лепестки, а в конце ряда лепесток из 4. И таким образом мы с вами провязываем до тех пор, пока не будет нужная длина нашей шапочки. У каждого она может быть разная, то есть в зависимости от того, хотите вы с отворотом или без, и, как говорится, как вам больше нравится.
Итак, я провязала нужную длину моей шапочки. У меня это получилось 27 сантиметров. То есть, если носить ее без подворота, тогда это будет как шапка бини. Если же с подворотом, как буду носить ее я здесь пришила еще дополнительно бусинки. Вот так вот. И высота моей шапочки в таком виде получилось 20 сантиметров. Подворот примерно 7. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился, было все понятно. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии, а также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.